Приветствую вас, милые девушки, приветствую вас на своем канале, который посвящен молодости, красоте и сексуальности. Меня зовут Екатерина Дударь, я инструктор по интимному фитнесу и по реабилитации женского здоровья. Итак, давайте сегодня разберем, что такое болезненные месячные, почему они происходят и как с ними бороться. Итак, что же такое менструация? Менструация – это физиологический ответ репродуктивной системы на то, что зачатие не произошло. Ключевое слово здесь физиологический. То есть это изначально заложенный процесс в здоровом теле. Боли быть не должно. Если боль, то это уже не физиологично. Но что может показывать боль? Боль может показывать на то, что есть какой-то сбой. То ли в гормональной системе, то ли в кровоснабжении в малом тазу, то ли это какие-то психосоматические проявления. Поэтому при построении практики мы будем делать акцент на работу с кровоснабжением малого таза, на работу с гормональной нашей системой и также подключим парасимпатические техники для нервной системы. В первую очередь мы подключаем работу с мышцами тазового дна и работу с нашими тазобедренными суставами, работу с малым тазом. Усаживаемся ягодицами на пятки, колени у нас широко. Мы начинаем активировать мышцы тазового дна, мы сжимаем мышцы тазового дна, подкручиваем под себя крестец, расслабляем мышцы тазового дна, уводим таз назад. Подкручиваем таз под себя, сжимаем мышцы тазового дна, уводим таз назад, расслабили, сжали, расслабили, сжали, расслабили, сжали, расслабили, сжали, подкрутили, задержали и пошли описывать окружности тазом в одну сторону и в другую. Расшевеливаем зону малого таза, подключаем в работу наши тазобедренные суставы и мышцы тазового дна. Второе упражнение здесь же, остаемся в этом же положении, подтягиваем мышцы тазового дна, подкручиваем крестец, вырастаем наверх. Отпускаем. Здесь мы отпускаем мышцы тазового дна, таз уводим назад на пятки. Сжали мышцы тазового дна, подвернули таз, расслабили, опустились. И закольцовываем это движение, оно мягкое, плавное. Подворачиваем таз, уводим наверх и расслабляем, возвращаем его обратно. Далее подключаем в работу нашу гормональную систему. Для этого я покажу вам два упражнения, первое из которых называется 8 точек. Мы становимся на четвереньки и из этого положения опускаем на пол грудь и подбородок, сгибая руки в локтях. Вот таким образом. Голова на подбородке, грудь на полу. И здесь мы активно сжимаем мышцы тазового дна. Проезжаем между рук и укладываем наш корпус на пол, ручки перед собой, одно колено сгибаем. Это упражнение называется поза дерева. Здесь мы подворачиваем таз, сжимаем мышцы тазового дна, уводим таз назад, расслабляем. Сжали, расслабили, сжали, расслабили, сжали, расслабили, сжали, расслабили, сжали, расслабили. И поменяли ножку. И то же самое повторяем на другую сторону. Мышцы тазового дна включены. При подвороте таза под себя мышцы тазового дна сжимаем. Уводим таз назад, расслабили. Сжали, расслабили. Молодцы. И в заключение сегодняшнего нашего небольшого такого комплекса мы выполним полное йоговское дыхание, что есть парасимпатическая техника дыхания, которая помогает успокоиться, направить мысли в нужное русло. Можно медитировать с помощью этой техники, хорошо выполнять перед сном. Итак, закрыли глазки, сели удобно, ощутили свои седалищные бугры, спинка ровная, плечи слегка уведены назад.
ребрышки распахнуты. И из этого положения мы делаем полный вдох. Мы как бы нашу грудную клетку разделяем на 3 зоны. Первая, вторая и третья. И вот сначала мы наполняем нижнюю часть легких, среднюю часть и как бы довдыхаем сюда прям под ключицы. И такой же будет у нас выдох. Сначала с верхней части, со средней и с нижней. Медленный полный вдох, медленный полный выдох. Вдох. Подключайте данное упражнение к своей практике, утренней или вечерней, когда у вас есть время. Вы забудете о болезненных месячных навсегда, потому что болезненные месячные не есть норма. Никогда. Запомни это.